Ведущий ролик будет диаметром 100 мм. Для формы беру 110 миллиметровую канализационную трубу, предварительно сделав ей дно из заглушки, посаженной на цианокрилатный клей. Хотел взять немного больше диаметра с запасом на обработку, но, к сожалению, ничего под рукой не нашел. Наметил в заглушке центр, там это легко сделать, и рассверлил отверстие под болт. Накрутил и зафиксировал муфту, которая и будет накручиваться на вал двигателя. На самой муфте делаю по периметру много небольших насечек. И после для герметизации конца муфты замешиваю двухкомпонентный клей. Просверлил рядом отверстие, позже будет понятно для чего. Ставлю на клей всю эту конструкцию и просто жду, пока подсохнет. Удаляю все лишнее, и почти все готово для изготовления ведущего ролика. Замешиваю обычную эпоксидную смолу по инструкции, с использованием весов для точности соотношения компонентов. Это очень важно для правильной полимеризации состава. Предварительно обработал форму расплавленным парафином от свечи. Слоями, в моем случае по 100 грамм, заливаю каждый слой с интервалом в 2-3 часа, чтобы слой не превышал где-то 10-15 мм. Если заливать все сразу, высока вероятность быстрого нагрева состава, и в результате произойдет закипание. Последние слои делаю немного больше и сразу выношу на прохладное место, чтобы было хорошее охлаждение. Остатки эпоксидки, чтобы не выкидывать, заливаю в различные маленькие емкости и погружаю туда болты. Хочу попробовать сделать ручки регулировки на вторичный ролик. Это просто как бонус ко всему остальному. После полной полимеризации состава раскручиваю крепежный болт и отделяю заглушку. И, подогрев феном, извлекаю будущий ролик. Остается только обработать получившуюся болванку. При обработке необходимо защищать органы дыхания и зрения обязательно. Сперва на дрели и болгаркой при низких оборотах, а потом повышаю обороты по мере надобности. При более точной обработке весьма удобно делать напильником, упирая один конец в стол и регулируя степень нажатия рукой. В паузах все проверял обязательно угольником. И в конце немного для красоты пробежался наждачкой. Конечно, вывести совсем в идеал поверхность в некоторых местах не получилось. Я взял слишком мало запаса на обработку. Такую же операцию провожу и с будущими роликами регулировки. Мне больше нравится цветная рукоятка. Можно было бы добавить в эпоксидку пластик или соду, но я побоялся неравномерности распределения и последующей плохой балансировки. Ручки получились неплохие, и одна из них сразу идет на свое законное место. Вот такой ведущий ролик получился, биения практически нет вообще, я его не заметил. Он прочный и легок в изготовлении, и все, что для этого нужно, всегда под рукой. Парни, вы сами знаете, что делать. Если понравилось, лайкос, подписка, колокольчик. Жду комментариев. Спасибо большое за просмотр и до свидания, друзья.